Здравствуйте, уважаемые зрители! Данный выпуск является дополнением к предыдущим двум выпускам о квадрате 9. В нем я расскажу, как, используя абсолютно открытую информацию в интернете, но только в ином ключе, можно отследить взаимосвязь египетских пирамид и квадрата 9. Что для этого понадобится? Это сделать запрос в интернете. Как доехать до пирамид в Египте, как добраться до пирамид Гизы, как доехать до Сфинкса. То есть значения здесь не имеет. Информация будет одна. Здесь мне больше понравилось это поиск. Время поиска, который выкидывает Google, это 95 секунд, 57 секунд, 108 секунд. По Сфинксу так вообще полный набор чисел 7, 5, 9. Здесь вспомнилась масса Земли. Она равна 5,97 на 10,24. Итак, как добраться до пирамиды Хеопса? Адрес: Египет, Каир, район Эль-Гиза, улица Эль-Харам. Доехать из Каира на метро линия номер 2 до станции Гиза. Затем пересесть на автобус номер 900 или 997 и ехать вдоль Аль-Харам. На автобусе номер 355 и 357. Ключевые слова в данных предложениях это линия номер 2, соответственно числа и слово вдоль. То есть нанесем данные числа на квадрат 9. Ячейка номер 900, 997. То есть двигаемся вдоль линий квадрата 9. Если вы обратите внимание, то данные линии пересекутся в ячейке номер 36. 9, 9, 7. Маршрут номер 357 и 355 буквально зажимают ось Земли, которая идет, словно задает направление, от Золотого сечения через эти два маршрута и вверх, также через ячейку номер 36. Что такое вообще за ячейка номер 36? 36 градусов играют основную роль в выравнивании наплата Гиза, пирамид Сфинкса. На картинке более подробно видно 36, 36, 36. Везде участвуют эти 36. 18 градусов, то есть 36,5. Это 18 градусов. Сделал скриншоты вкратце. Описание рисунка. Этот рисунок очень ясно освещает сложность и высочайший интеллект замысла, которые проявляются в планировке плата Гизы. Конечно, нужно провести очень тщательное обследование, чтобы понять все тонкости, связанные с этим. В конечном счете обнаружить, что сфинкс находится на плато Гизы в соответствии со всеми этими существующими отношениями, довольно необычно и имеет далеко идущее значение для понимания высокого уровня интеллекта в дизайне всего комплекса Гизы. И в частности, как мы увидим в последующих главах, разум конструкции самой Великой пирамиды. Подводя итог, можно утверждать, что расположение сфинкса соответствует размерам Великой пирамиды в отношении синуса угла 26,3 градуса, умноженного на 1000. Кроме того, угол в 36 градусов сыграл важную роль в размещении сфинкса во множестве отношений. И это также поддерживает измерение основания Великой пирамиды. Считается, что золотое сечение Фи использовалось в архитектуре и искусстве, по крайней мере с эпохи Возрождения. Однако мы видели, что золотое сечение использовалось при определении периметра Великой пирамиды в ее отношении к форме Земли, учитывая, что оно относится к 36 градусам геодезической широты. Кроме того, мы увидели, что значения Фи различимы в строительных измерениях. Совершенно очевидно, что строители Великой пирамиды намеренно избрали измерение периметра, относящегося к 36 градусам геодезической широты, и тем самым выразили не только
высокоточное знание размеров и формы Земли, но и продемонстрировали точное знание значений золотого сечения или фи, значение пи и их отношение к сферическому телу. Тут я прям зацепился с пи, фи. Пи, число пи. Первые 9 чисел числа пи равняются 36. То есть, соответственно, сумма 9. Фи. Последовательность чисел Фибоначчи. Первые 9 чисел равно 54, равно 9. В колоде карт 36 или 9, сумма 9. Температура поверхности Солнца, сумма 9. Диаметр Солнца в 108 раз больше диаметра Земли, сумма 9. Радиус Луны, сумма 9. Период оборота Луны вокруг Земли, сумма 9. Средняя продолжительность беременности, 9. У человека и многих животных на теле есть 9 отверстий, 7 из которых находятся на голове. Средняя температура тела человека 36 градусов, сумма 9. У фортепиано 36 черных клавиш, сумма 9. Частота 432 Гц, 9. Новый Завет состоит из 27 книг. 9 муз Древней Греции. 36 умноженное на 3 равно 108, в сумме 9. Цифра цельности существования. 108 болевых точек у человека. Здесь есть интересная отсылка к боевым искусствам. В боевых искусствах воздействуют на те же самые жизненно важные точки, что и в акупунктуре. Но если в акупунктуре воздействует на 360 точек, то в боевых искусствах на 108. Причем воздействие на 36 из них приведет к летальному исходу. Хатха-йога, 108 лечебных асан. Сердечная чакра состоит из 108 энергетических каналов. Чаще всего встречаются четки из 108 бусин. Это количество, согласно буддизму, символизирует 3 состояния созерцания и освобождения от 108 страстей и раздражений. Считается, что, освободившись от них, тело и душа смогут достигнуть состояния нирваны. Далее возвращаемся к скринам по пирамиде. Как мы видели, периметр Великой пирамиды Гиза, умноженный на 43200, определяет поперечный соприкасающийся круг Земли на 36 градусе геодезической широты. Как мы видели, косинус 36 градусов равен 1/2 фи золотого сечения. Поэтому очень важно обнаружить, что угол в 36 градусов является определяющей мерой расположения Великой пирамиды Гизы на плато по отношению к пирамиде Хефрена и совмещения головы сфинкса с выравниванием север-юг Великой пирамиды Хуфу. Это такой вот рисунок к этим 36 градусах. Но на квадрате 9 даже намного более визуализировано 36 ячейка находится по отношению к тому же самому периметру, к окружности. Итак, ключевые числа Великой пирамиды. В геометрии Великой пирамиды мы видели числа, которые можно интерпретировать как ключевые числа. Это цифра следующая. 1,618 золотое сечение. 5. Количество уровней гранитных балок и, следовательно, камер над камерой царя. 5. Количество рядов каменной кладки в стенах камеры царя. 7. Количество витков в стенах большой галереи. 9. Количество гранитных балок крыши в потолке камеры царя. 36. Широта, к которой относится периметр основания Великой пирамиды. Окружность соприкосновения. То есть на квадрате 9 четко видно, что 36 является окружностью соприкосновения. 36. 36. Количество черепиц на потолке большой галереи. Число 108. Ассоциированная стоимость камеры царя. Про эти числа ничего не могу сказать, только лишь про те, которые более-менее разобрал. Какой еще интересный момент мне попался, когда изучал улицу Эль-Харам на Google картах.
мне попалась Аль-Харам, мечеть. То есть я ей заинтересовался, также забил в интернете, как добраться до мечети Аль-Харам. Время 09. Масджид Аль-Харам, главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама – Кааба. Расположена в Мекке, в Саудовской Аравии. Посещение мечети Аль-Харам и Каабы является обязательным элементом паломничества. Вместимость 900 тысяч человек, во время хаджа до 4 миллионов. Сколько ворот в мечети Аль-Харам? В настоящее время мечеть Харам – это огромное сооружение площадью 357 тысяч метров квадратных. То есть уже знакомое, да, это число 357 на квадрате 9. 357, 618 золотое сечение. Между 357 и 618 проходит ось Земли. Мечеть имеет 9 минаретов, высота которых достигает 95 метров. Кроме 4 ворот существует еще 44 входа в мечеть. В здании насчитывается более 500 мраморных колонн и действует 7 эскалаторов. То есть опять, да, интересное сочетание чисел идет 9, 5, 7. 4, кроме 4 ворот, да, как вариант 4 стороны света, да, север, юг, запад, восток. 44 входа сказать ничего не могу. Здесь пока понимания нет. Как вариант 8, да, в сумме дает как бесконечность. Но здесь вопрос. Итак, подводя итоги по данному видео, можно сказать, что для большинства тех же самых туристов, да, которые путешествуют, данная информация несет такое, ну, как доехать, да, от точки А в точку Б. Для более продвинутых исследователей, да, несет смысловую нагрузку, да, то есть взаимосвязь пирамид и квадрата 9. Дополнительно здесь можно проследить, что просто так карта маршрута не может существовать. Нельзя просто так взять и присвоить номера автобусам. То есть здесь явно присутствует такая связь с администрацией, да, того же самого, может быть, министерства Каира, Египта по муниципальному транспорту. То есть это либо департамент, либо управление. То есть явно дается намек на понимание, что есть квадрат 9, есть пирамиды, и это единое целое. Вот. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, интересен канал, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.